Помните видеоролик об окрасах французского бульдога? Там Луночка еще такая крошечка, манюнька, красотулька. Помню, что для многих, кто хотел завести себе бульдога, стало открытием, что окрас очень сильно влияет на цену. Но возникла необходимость дополнить прошлое видео, ведь появляются new shade, новые окрасы. И тут мне кто-то скажет: Ира, ты что, с Луны свалилась? Они и раньше были, но очень мало и в не очень хорошем качестве. Сейчас уже появляются собаки, которых действительно можно назвать французскими бульдогами, этих новых, эксклюзивных, невероятно красивых и дорогих окрасов. Кстати, щенки, которых вы увидите в этом видео, свободны и в поисках новых родителей. Если вы как раз планируете ушастика и вам нравится этот окрас, я поделюсь контактом заводчицы. Напишите мне в Инстаграм, найти меня там легко по хэштегу YouTube Мокрый Нос. Знакомьтесь, это Тед, и его окрас называется Изабелла. Немного истории. Жила в 15 веке такая себе королева Изабелла в Испании, и она просто обожала лошадей изабелловой масти. Ну, собственно говоря, в честь нее и названа эта масть Изабелловой, и этот окрас тоже носит ее же имя. И здесь мужчины, конечно, скажут, что за вообще ерунда, как можно называть цвета такими непонятными названиями. Но как его еще описать? Посмотрите, где-то он стальной, при солнечном освещении ванильный, цвет белого золота, розовый, какао с молоком. Не знаю, но огромная палитра красок. Это невероятный, потрясающий окрас на самом деле. Он не просто смотрится дорого, он и стоит дорого. Такие лошади, они для сказочно богатых людей. Вернемся к нашим французикам. Так вот, французика в окрасе Изабелла тоже не каждый встречный себе может позволить. Если вы в числе тех, кто в состоянии себе приобрести такую собаку, поверьте, вам все обзавидуются, потому что это что-то нереальное. Космическое, неземное. Ну, знаете, такое ощущение, что слиток золота расплавили, и оно ожило. Пишите, какие у вас еще ассоциации с этим окрасом, с щенками изабелловыми. Видели ли вы вообще когда-то такую собаку? Очень интересно почитать. Малышу Тедди уже 3 месяца, он готов к переезду в новый дом. Кстати, доставка в Европу тоже возможна. И спешите, потому что такие ребята долго не задерживаются. А эту малышку зовут Сонечка. Посмотрите, какая лапочка. И это тоже Изабелла. Как так, вы скажете, Ира? Только что был Изабелла Тедик, и он был другой. Вспомните, я говорила, что Изабелла бывает разной, теплой и холодной, более темной и светлой. Практически каждый щенок Изабеллы несет свой неповторимый окрас, оттенок. В общем, тут без 100 грамм не разберешься. Честно говоря, мне сейчас очень трудно сказать, какой из двух этих оттенков мне нравится больше. А что скажете вы? Тедик или Сонечка? Информация для заводчиков, для вас это особенно важно и интересно. У малышей есть тесты на окрасы в девиз, поэтому если вы как раз ищете себе сейчас мальчика или девочку в цветное, необычайно красивое, качественное разведение, обратите внимание на этих малышей. И еще один окрас, который я не упоминала в основном видео, это лилактан. Какие милашки эти лилактанчики! И, возможно, вы спросите, а чем лилово-подпалый щенок отличается от голубо-подпалого? Разве это не одно и то же? Давайте разбираться. Видите разницу? Ну, цвет, это же так субъективно, все видят мир по-разному, поэтому можно провериться вспышкой. У лилового щенка, как у шоколадного и как у Изабеллы, глаза будут светиться красным, а у голубого нет. А вот живые, настоящие лилово-подпалые малыши, два братика-акробатика, Дамба и Димба. Такие ушастые слоники. Я не знаю, мне очень нравятся лилово-подпалые щенки. Это прям one love. Мне тоже сейчас в поисках своей семьи, поэтому, если ваше сердце остановилось, пишите мне в директ в Инстаграм, я поделюсь контактами. Понравилось это видео? Была какая-то полезная для тебя информация? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще столько интересного. А я на десерт поставлю вам песенку, которая точно поднимет настроение. Посвящается всем, у кого большие уши.
большие, очень смешные, с ними ты не как все остальные. Такие уши у всех вызывают улыбку и смех. И дети вокруг на тебя обзываются, зовут Лопоухим и Микки Маусом. В кино сидящие сзади ругаются и шутку придумать. Каждый старается, мол, лучше тебя от дождя укрывают. И ветер их как паруса надувает, и можно в них прятать конфеты от мамы, ловить без антенны. Телепрограммы глядите, не уши от балапуха. Хи-хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха. И всю эту чушь ты не можешь не слушать, ведь ловят все звуки твои огромные уши. И что с ними делать с такими ушами? Спрятать под шапкою, под волосами, или приклеить их к черепу скотчем, или в больнице их сделать короче. Все грустно очень. Но складывать уши плохой вариант. Ты приглядись к себе лучше, найди свой талант. Возможно, если ты просто приложишь усилия, уши твои превратятся в крылья. Хлопай ушами вместе со мной, под облаками, пари над землей. Мы можем сами творить чудеса. Хлопай ушами, взлетай в небеса. Все можешь ты сам. Ведь уши большие, вообще не помеха. Они не мешают добиться успеха. К тому же еще от дождя укрывают, и летом тебя ветерком обдувают. Они слышат все до малейшего звука. Огромные уши, полезная штука, и как бы с пути не сбивали тебя. Помни, что ты уникален, и верь в себя. Хлопай ушами вместе со мной, под облаками, пари над землей. Мы можем сами творить чудеса. Хлопай ушами, взлетай в небеса. Все можешь ты сам. Спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца. Желаю классного вечера, дня и до скорой встречи на канале Мокрый Нос.